Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам вторую часть моей коллекции фильмов студии Paramount Pictures. В данном видео будут сборные издания, издания в слипах с карточками и буклетами, а также одно издание в обычном арее, которое упустил показать в прошлый раз. Итак, давайте начнем. Первое издание — это фильм Star Trek «Звездный путь». Такое вот издание. Общий слип. Первый фильм Star Trek или «Звездный путь». Здесь у нас два диска. Диск с фильмом и диск с дополнительными материалами. Само издание фильма Джей Джей Абрамса. Присутствует внутренний арт. И также к данному изданию идут 5 карточек. И такая вот карточка. А также буклет, где показаны кадры из фильма, а также кадры со съемок фильма. И подписанные актеры и другие участники съемочной группы. Такой вот небольшой буклет. Далее фильм Star Trek Возмездие. В данном издании у нас также два диска, но в данном случае один Blu-ray, другой Blu-ray 3D. Присутствует внутренний арт. Также и к данному изданию также идут карточки и буклет. И, наконец, буклет. Данного издания он потолще данного фильма. Режиссер и сценарист данного кино Бенедикт Камбербэтч. И, наконец, третий фильм Star Trek Бесконечность, где у нас три диска. Это диск с фильмом в 3D и диск с дополнительными материалами. Само издание. Здесь у нас также присутствует внутренний арт. И к данному фильму идет 10 карточек.
И, наконец, последняя карточка. Такое вот издание. И дополнительно эти карточки и буклеты были вот в таком вот боксе картонном. Такое вот издание фильмов Star Trek современной трилогии. Далее. Это фильм «Крестный отец». Фильм Фрэнсиса Форда Копполы. Такое вот издание. И здесь у нас имеется 3 бокса. Это первый фильм «Крестный отец», который выиграл Оскар за лучший фильм. Далее «Крестный отец 2», который сделал то же самое. И, наконец, «Крестный отец 3». Такое вот издание. Трилогия «Крестного отца». На этом сборники у нас закончились. Далее фильм совместного производства Paramount и Warner Brothers. Фильм «Хранители». На нашем рынке издание издавал как Paramount. Такой вот слип. А это само издание данного фильма. Присутствует внутренний арт. С данным изданием у нас идет 6 карточек с персонажами данной ленты. А также к данному изданию идет буклет с кадрами из фильма. Такое вот издание фильма «Хранители». Далее, следующее издание. Это фильм Тони Скотта «Топ Ган». Фильм с Томом Крузом. Это слип. А вот и само издание «Топ Ган. Лучший стрелок». Присутствует внутренний арт данного издания. Данному изданию идут карточки, а также буклет. И такой вот. И также буклет, где рассказывается о создании данного фильма в текстовом виде с небольшими картинками, изображениями.
Топ Ган лучший стрелок. Далее, следующее кино — это фильм «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон на основе одноименной манги. Сам Амарей с другим изображением. Здесь у нас 2 диска. Присутствует внутренний арт. И к данному фильму также идут карточки с кадрами из фильма. Скарлетт Йоханссон. И последняя карточка. Такое вот издание данной киноленты. Далее. Следующее кино — это фильм «Крик 4». Такое вот издание данной киноленты. Сам Амарей. Присутствует внутренний арт у данного издания. И к нему идут карточки. Сзади они имеют такое вот изображение. Коллекции в разных изданиях. У меня есть с 1 по 5 части данной кинофраншизы. И последняя карточка по данному фильму. Фильм Уэса Крейвена, самый последний, «Крик 4». Далее. Фильм «Капкан». Это у нас Слип. Это у нас Амарей с другим изображением, которое отличается от изображения на Слипе. Присутствует внутренний арт данного издания. И также вместе с ним идут карточки. Заднее изображение повторяет обложку Слипа, а спереди имеют такие изображения. Фильм «Капкан». Далее фильм «Тихое место» с Эмили Блант и Джоном Красински. Слип данного фильма. Само издание. Здесь уже нету внутреннего арта.
И с данным фильмом у нас идет плакат. К данному фильму. Такое вот издание. Далее, следующий, это «Миссия невыполнима 3». Представлено у меня вот в таком издании, в слипе. Оформление здесь повторяется. Присутствует внутренний арт у данного издания. Здесь у нас идут карточки с кадрами из фильма. А также буклет, который рассказывает про все, на момент выхода данного буклета, 6 частей. Такое вот издание. Миссия невыполнима. Далее фильм «Соник» с Джеймсом Марсденом и Джимом Керри. Данное издание показывал совсем недавно видео по видеоиграм. И к нему идет 6 карточек, которые сзади имеют такое вот изображение. А спереди у нас сэр Пончик, работник, Соник, снова Соник, опять Соник и Мэдди. И само издание Соник. Здесь у нас другое изображение. Присутствует внутренний арт данного издания. Фильм «Соник». Один из последних фильмов Paramount, который выходил в нашей стране на носителях. И, наконец, последнее издание с карточками или буклетом. Это «Кладбище домашних животных». Издание к 30-летию. Это у нас слип. Само издание. Присутствует, надеюсь, плохо видно, также внутренний арт у данного кино. И вместе с данным фильмом идет буклет с кадрами из фильма. Это фильм по роману Стивена Кинга. И Стивен Кинг сам писал сценарий к данному фильму и сыграл эпизодическую роль в нем. Фильм «Кладбище домашних животных». Последнее издание в слипе. Это у нас Джек Ричер с Томом Крузом. Такое вот издание.
И, наконец, кино, которое забыл показать в прошлый раз в обычном Амарее. Это фильм с Беном Стиллером «Девушка моих кошмаров». Такое вот издание. Это у нас фильм студии DreamWorks, который издавала компания Paramount. Это все издания Paramount, которые я хотел показать вам сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайте, ставьте лайки. Ждите следующих видео. А на этом все. Пока.